Дитя мое, остановись и слушай внимательно, потому что это не просто очередное послание. Это священный момент, божественное явление. Ты попал сюда не случайно. Тяжесть в груди, сжатие сердца, вопрос в душе: «Боже, когда же наступит моя очередь?» Вот ответ. Небеса прошептали твое имя, и сегодня я говорю как Господь, который, видя тебя, знает твои трудности и пришел, чтобы даровать финансовый прорыв, который полностью изменит ход твоей судьбы. Ты стоишь на краю чего-то, чего пока не видишь. Но я, Господь, твой кормилец, уже ясно это вижу. Вижу задержку чека. Вижу закрытую дверь. Вижу бремя неоплаченных счетов и бессонных ночей. Вижу страх, скрывающийся за твоей улыбкой. И я также вижу благословение, то чудо, то богатство, то избыток, то ключ это откроет все. Да, я вижу урожай, который ждал, когда ты протянешь руку вера. Это не конец. Это начало. Ваше наследование не потерялось. Оно скрыто на мгновение, потому что сегодня я его открою. Дитя мое, ты ведь плакал в тайне, не так ли? Ты постился, молился, исповедовал и задавался вопросом, почему небеса молчали. Но они не молчали, они настраивали ваше повышение, позиционируя вашу трансформацию, готовя завет момент, который навсегда оставит след в вашей жизни. Вы здесь не для того, чтобы просить. Вы здесь, чтобы получать. Вы не забыты. Вы выбранный. Ты не пуст. Ты — судно, готовый к переполнению. Смотрите до конца. Не отворачивайтесь. Потому что прежде чем это священное послание завершится, я открою вам божественный ключ, да, а конкретный секрет, а скрытая правда, который мало кто когда-либо видел. И это откроет цепочку событий, поток поставок, передача богатства предопределено моей рукой. Но прежде чем наступит этот момент, вы должны понять, почему задержка была божественной. Вы должны увидеть то, что вижу я. Вы должны узнать, почему чуду потребовалось время. Я не Бог объедков. Я Бог полноты, Бог избытка. Я не благословляю наполовину. Я не даю лишь частично. То, что я изливаю, прижатые, встряхнутые и переливающиеся. И причина, по которой ты так сильно растянулся, в том, что я освобождаю место. Место для переполненное процветание, для божественного увеличивать, для вида богатства это не просто пополняет твой счет, это освобождает твою душу. Да, дитя мое, есть свобода приходить то, что за деньги не купишь, но деньги помогут тебе это нести. Чувствуете ли вы, как оно шевелится внутри вас? Это священное беспокойство. Этот божественный дискомфорт. Это не тревога. Это родовые схватки. Наступает новый сезон, сезон изобилия, сверхъестественного обеспечения, обещания выполненные, долги списаны. Но прежде чем я смогу выпустить благословение, я должен возобновить ваш веровод, почему вы здесь. Вот почему это сообщение доходит до вас только сейчас, ни секунды раньше, ни секунды позже. Вы собираетесь стать свидетелем проявления о том, что я прошептал тебе в темноте. Но прежде чем число будет раскрыто, прежде чем дверь открывается, перед тем, как урожай льется рекой, вы должны смотреть. Вы должны слушать. Вы должны подготовиться, сердца. Потому что я не трачу слова зря. И не говорю без цели. А правда в том, что ваше чудо уже началось. Требуется лишь ваше внимание. Смотрите до конца. Ведь то, что происходит в последние минуты, изменит все, что вы, как вам казалось, знали о божественном богатстве. Это священная земля.
И я, ваш Бог, говорю здесь. Мое возлюбленное дитя, слушай меня ушами духа, потому что то, что я собираюсь сказать, это не просто ободрение. Это божественная транзакция, и в Ашвера требуется подпись для активации. Я не посылаю просто благословение. Я отпускаю чудо-деньги, да. Чудесное обеспечение это невозможно объяснить ни банками, ни работой, ни земными системами. Я изливаю в ваши руки неожиданные благословения, священные отложения и божественные связи которой поднимет ваше финансовое положение до уровня, к которому я всегда стремился. Это ваш сезон подъема, и каждая финансовая борьба, с которыми вы столкнулись до сих пор, была просто подготовкой к вашему финансовые показания. Дитя мое, я видела, как ты выдержала. Я видела, как ты улыбалась сквозь безмолвные бури, как ты продолжала отдавать, даже когда у тебя было мало, и как ты сеяла семена в сухую землю, не получая немедленного результата. Я слышала каждый шепот молитва, каждый вопрос, пронизанный отчаянием, каждый крик ночью, когда ты думал, что тебя никто не слышит. Но я слышал. Я никогда не отворачивался от твоих слез. Я хранил их, каждую, в небесном своде, и теперь я пришел, чтобы даровать тебе награду, только дверь изобилия не просто открывается, он широко распахивается мощная сила, и то, что когда-то было отвергнуто, теперь ворвется, как наводнение из обеспечения. Вы спрашивали: «Боже, когда же наступит моя очередь?» Вот мой ответ. Сейчас, дитя мое, настал твой момент. Дни благословений, то, что казалось задержкой, лишь нарастало. То, что вы считали молчанием, было стратегией. То, что вы называли отрицанием, было божественным перенаправлением. Я – Бог, умножающий рыбу и хлеб. Я – Бог, наполнивший кувшин вдовым маслом до перелива. И я тот же самый неизменный Бог, кто теперь решает ваши финансы, ваш дом, ваш бизнес, ваш банковский счет, увеличение, переполнение, умножение. Не сомневайтесь в масштабах того, что я могу сделать. Я работаю не по вашим доходам, а по своим. Вечный завет. Я заявил, что ты голова, а не хвост, а кредитор, а не заемщик, а носитель королевского богатства и сосуд божественного управления. Дело не только в деньгах. Дело в наследии о разрыве цепи, бедность которой пытались следовать за своей семьей на протяжении поколений. Ты, дитя мое, тот, кто поднимется. Ты тот, кто понесет помазание изобилия. И да, вы увидите, как деньги придут из источников, которых вы не ожидали. Работа, на которую вы не подавали заявку. Долги будут аннулированы без объяснений. Контракты будут вручены вам. Чеки по почте. Бизнес-возможности, открывающиеся во снах. Незнакомцы, предлагающие помощь. Закрытые двери будут открываться, словно они всегда были предназначены для вас. Почему? Потому что я не просто Иеговаиры, я Бог сверхъестественное снабжение. То, что человек не в силах организовать, я воплощаю в жизнь. Вы должны верить мне, когда я говорю: настал час вашего поворота, но не держите это откровение при себе. Если это послание трогает что-то в вашем сердце, если что-то в вашей душе трепещет от ожидания, тогда нравится это видео прямо сейчас. Этот простой активатор не для алгоритма, а для вашего соответствия. Когда вы касаетесь этого видео рукой, оно становится пророческой точкой. Контакта. Способом сказать: «Боже, я принимаю. Я согласен. Я присоединяюсь». Вы не просто смотрите. Вы вступаете в чудо. Потому что, возлюбленные мои, вы смотрите не случайно. Вас сюда втянуло. Вас сюда привели. Я организовал этот момент вплоть до секунды, чтобы дать вам знать, время выживания закончилось.
Вы не войдете в этот следующий сезон с пустыми руками. Я одену вас так и честь, и я тебя обмакну в услуга, и я украшу твои дни финансовые свидетельства, которые заставят даже ваших врагов засвидетельствовать: истинно, Господь с ними. Представьте себе, стопка неоплаченных счетов заменяется письмами «оплачено полностью». Бессонные ночи сменяются спокойными снами. Напряжение в доме рассеивается, чудесное обеспечение финансовая задержка, которую вы тянули годами, внезапно и полностью исчезнет. Это произойдет так быстро, так мощно, что вы едва успеете за ней угнаться. Один дверью откроется, а затем еще один и еще один, пока вы больше не будете гоняться за благословение, но благословение преследует тебя. Но прежде чем прорыв попадет в ваши руки, я должен добраться до вашего сердца. Я должен напомнить вам, что я не торговый автомат, я ваш отец и не занимаюсь транзакциями, я работаю в заветы. Это значит, что ты не заслуживаешь этого благословения, ты его наследуешь. Потому что ты принадлежишь мне. Потому что ты остался верен. Потому что даже когда тебя давили, раздавливали и истязали, ты никогда не отпускал меня. И теперь я не отпущу тебя. Не денежная чудота, что вы получаете, это не временное облегчение. Это божественная реструктуризация, я переписываю всю вашу финансовую историю. Там, где были трудности, будут трудности, точка переполнения. Где был стыд, там и будет точка двойная честь. Где был недостаток, там будет точка щедрое обеспечение, но помните, речь идет не о том, чтобы хвастаться, речь идет о том, чтобы показать миру, что происходит, когда ребенок идет, послушный голосу Божьему. Ваша жизнь скоро станет живым свидетельством. Будут люди, которые этого не поймут. Пусть посмотрят. Будут те, кто спросит, как ты прошел путь от еле сводящего концы с концами до огромное богатство, пусть спросят. Потому что ответ всегда будет один и тот же – это был Бог. Это всегда был Бог, вы будете отдавать и отдавать щедро. Вы будете благословлять других, и их слезы станут семенами для ваших следующих урожай. Ты разорвешь цепи не только в своей жизни, но и во всем своем роду. Позвольте мне прояснить, денежное чудо-появление в вашей жизни не изолировано, а оно часть поколения. Это результат молитв ваших предков, слез вашей бабушки, вера твою мать несли молча. И теперь ты стоишь, как получатель божественное излияние, что нельзя измерить только цифрами. Это святый, это отделить, и на нем ваше имя. Но мы только начинаем. Если то, что я сказал до сих пор, тронуло ваш дух, вы должны оставаться со мной. Потому что через несколько мгновений я открою вам точную сдвиг, что происходит в духовное царство, и как ваши простые, повседневные действия могут разблокировать божественное умножение, то, что кажется обыденным, станет сверхъестественным. Но прежде чем это произойдет, нужно сделать две вещи: нравится это видео и подготовь свое сердце. Потому что благословение же в движении, дверью же открывается, чуда уже в пути. А теперь наклонись ближе, дитя. Потому что то, что я скажу дальше, не только подтвердит то, что ты уже чувствовал, но и пробудит нечто еще более глубокое. Что-то, о чем ты не подозревал, ждало тебя, секрет из тронного зала. Ключ на следующий уровень. И он появится сразу после этого. Дитя мое, позволь мне спросить тебя, испытывал ли ты когда-нибудь тяжесть раздумий, откуда взять следующий $? Ты когда-нибудь смотрел на купюру, дрожа изнутри, притворяясь сильным ради окружающих, в то время как твой дух взывал: «Боже, справлюсь ли я на этот раз?» Ты когда-нибудь достигал предела своих ресурсов, не только финансовых, но и эмоциональных, духовных, и обнаруживал, что никто вокруг по-настоящему не понимает, какая буря бушует в твоей душе? Вы улыбались миру, в то время как ваш банковский счет кричал о пустоте.
Вы отдавали другим, даже когда у вас едва хватало на себя. Вы говорили: «У меня все хорошо», хотя на самом деле вы разваливались под гнетом молчаливого давления. Вы когда-нибудь смотрели на своих детей или семью и думали: «Боже, как я буду их кормить завтра? А что, если деньги закончатся? А что, если я не справлюсь?» Вы чувствовали этот горький привкус стыда не потому, что были ленивы, а потому, что система вокруг вас была сломана, и вас постоянно игнорировали, забывали. Эти вопросы не рождаются из страха. Они рождаются из реальности. Это крики сердца, которое слишком долго и слишком много терпело. И я, твой Бог, слышал каждый крик. Я видел, как ты жертвовал, пока другие брали. Я видел, как ты работал усерднее большинства, но получал все меньше и меньше. Я видел моменты, когда ты думал: может быть, Бог не придет за мной. Но я здесь, чтобы сказать тебе сейчас: я всегда приходил. Я никогда не опаздывал. Давление, под которым ты находился, рождало благословение, которое сейчас высвобождается. Позволь мне снова спросить, мое драгоценное дитя, ты когда-нибудь чувствовал, что система создана, чтобы не пускать тебя в свои дела? Повышение достается другим, пока ты трудишься молча. Идеи крадут. Работа остается незамеченной. В займах отказывают. Арендная плата растет. Долги увеличиваются. И все же, несмотря на все это, ты продолжал доверять мне. Ты платил десятину, когда было больно. Ты восполнял свою нужду. Ты благословлял других, истекая кровью. И теперь небеса отвечают: «Ибо я Бог, видящий невидимое. Я Бог, измеряющий веру в твоем сердце, а не на балансе твоего счета. Я Бог, помнящий лепту вдовицы и умножающий обет ребенка. И я не забыл тебя. Я не оставил тебя. Я не пренебрег твоей жертвой. Ты прошел испытание, и теперь наступает показание. Но позвольте мне надавить глубже. Устали ли вы затаивать дыхание у каждой кассы, надеясь, что вашу карту не отклонят? Вы проходили мимо необходимых вещей не потому, что вам не хватало веры, а потому, что вам не хватало денег? Вы пропускали приемы пищи, скрывали слезы и заключали молчаливые сделки с собой, чтобы прожить еще одну неделю. Я знаю, что так и было. И я не стыжусь ваших трудностей. Я горжусь вашей стойкостью. Но я также готов обратить это вспять. Дни выживания подходят к концу. Дни финансовые трудности закончились. Вам больше не придется молиться о завершении, потому что я тот, кто его дарует. Я тот, кто посылает чудо-деньги, божественные отложения и неожиданная услуга в твою жизнь. Ты зависел от людей раньше, но теперь будешь зависеть от меня. Ты считал монеты, но теперь будешь считать благословения. Ты плакал молча, но теперь будешь кричать «Точка победа». Что, если я скажу вам, что эти деньги предназначены не только для вас, но и для всей вашей семьи? Что, если я скажу вам, что я посылаю передачу богатства не ради удовольствия, а ради наследия? Что, если я скажу, что ваше послушание в долине открывает сверхъестественные возможности на вершине горы? Ты бы все еще сомневался во мне. Ты бы все еще думал, что я забыл тебя. Дитя мое, если бы ты только знала, как близко ты к перемене, ты бы не спала сегодня ночью, не подняв рук в хвале. Вы потратили годы, пытаясь понять это. Суетясь. Планируя. Экономя каждую копейку и жертвуя каждой мечтой. И чем больше вы старались, тем сложнее становилось.
Вы замечали это? Вы когда-нибудь задумывались, почему, несмотря на все ваши усилия, ничего не получалось? Потому что вам не суждено было справиться с этим в одиночку. Вам не суждено было нести бремя обеспечения. Вот именно точка моя работа. Я твой источник и тот, кто владеет скот на 1000 холмов, и теперь я оскверняю эти холмы ради тебя. Вы замечали, как мир чтит богатых, но молча насмехается над бедными? Вы чувствовали эту боль? Осуждение, предположения, тонкие взгляды, шепот. Если бы они работали усерднее, у них было бы больше. Но выделал трудись усердно. И все же ты остался пустым. Не потому, что ты недостоин, а потому, что я зарезервировал разного рода богатство для тебя. Освященное богатство. Помазанный рост которой приходит не через мировую систему, а через благосклонность царства. И поэтому я спрашиваю вас, готовы ли вы перестать выживать и начать жить? Готовы ли вы перестать кое-как скрягами и начать управлять? Готовы ли вы войти в дверь, которую я открываю, дверь, которую никто не может закрыть? Потому что я не просто предлагаю финансовое решение, я выпускаю трансформация жизни, вы проснетесь и почувствуете, что тревога ушла. Вы снова сможете глубоко дышать. Вы выйдете в комнаты и поймете, что вы здесь на своем месте. Вы больше не будете заемщиком. Вы будете кредитор. Уже не хвост, а голова. Дитя мое, ты усомнился в моем молчании, но ты не знал, что я создаю благословение столь великое, что его приходилось скрывать до сих пор. Ты задавался вопросом, есть ли мне дело до этого, а теперь я наполняю твою жизнь доказательства. Ты просила лишь о малом, но я посылаю более чем достаточно. Вы думали, что вам нужна работа, я даю вам звонок, вы думали, что вам нужен кредит, я делаю это для вас без долгов, вы думали, что вам нужен прорыв, я делаю вам прорыв для других. Но я должен спросить вас, что вы будете делать, когда появятся деньги? Вспомните ли вы меня? Почтите ли вы меня первыми плодами? Благословите ли вы тех, кто все еще там, где вы когда-то были? Потому что я не просто поднимаю богатые люди, я поднимаю праведные сосуды, кто будет управлять богатство королевства с царственное сердце. Это следующая волна избыток для тех, кто готов нести цель с их предоставлением. И теперь я спрашиваю вас, откажетесь ли вы от своего страха? Откажетесь ли вы от своего стыда? Позволите ли вы мне нести то, что вам никогда не предназначалось? Потому что, если вы это сделаете, я не только удовлетворю ваши нужды, но и превзойду их. Я войду в вашу жизнь, неожиданная услуга, сверхъестественный доход и божественные сюрпризы. После этого все прошлые задержки покажутся подставой. Да, благословение будет настолько велико, что вы забудете о днях нужды. Пусть ваш вера вставайте сейчас. Пусть в ваше сердце верьте снова. Пусть ваш дух возбудится. Потому что это послание не просто идея, это приглашение. Освободиться от борьбы за выживание. Вступить в свое наследование. Стать тем человеком, который не только получил чудо, но и сам стал им. И если ты все еще слушаешь, значит, ты уже избран. Но прежде чем я поведаю вам об откровении скрытый ключ, тот, о котором я говорил в начале, тот, который завершит эту божественную головоломку. Мне нужно, чтобы ты запомнил эти вопросы. Пусть они отзовутся эхом в твоем духе. Потому что то, что грядет дальше, даст на них ответы, которые ты и представить себе не мог. И, дитя мое, это только середина сообщения, точка обеспечения находится в движении, но обещать все еще разворачивается. Остаться со мной. То, что произойдет дальше, окупит каждую слезу. Вы смотрите на это не просто из любопытства.
Это божественное предназначение. Дух избрал этот момент, это послание и этот голос, чтобы подтвердить то, что вы слышали в своих сокровенных мыслях и тайных молитвах. Вы ощущали это незримое движение в вашей душе, словно нечто священное вот-вот прорвется наружу. И теперь это становится очевидным. Бог усиливает вашу надежду, потому что чудо уже движется к вам. Речь больше не о смутных обещаниях или далеких пророчествах. Речь не о «когда-нибудь», а сейчас, только слушайте внимательно. Я собираюсь поделиться тем, что мало кто слышит, пока не станет слишком поздно, настал час поворотного момента, ваша вера привела к тому, что уже невозможно изменить. И я говорю сейчас так, как говорил бы Господь, на банковские счета поступят неожиданные кредиты. Бизнес переживет необычайный рост. Двери финансирования откроются перед вами настежь. Я не просто даю вам мотивацию, я раскрываю ваше наследие, что небеса санкционируют божественную передачу богатства. Есть знак Бог всегда дает, прежде чем даровать материальное благословение. Сначала это незаметно, череда задержек, которые выглядят как отказы. Внезапная тишина в атмосфере, словно небеса затихли. Но не обманывайтесь этой тишиной. Это не отвержение. Это подготовка. Это Бог сдерживает бурю, чтобы семя могло прорасти без помех, и прежде чем деньги пойдут в дело, дух должен созреть. Прежде чем благословение будет высвобождено, сердце должно быть защищено. Вы стояли в длинном коридоре безответных молитв. Вы видели, как другие входят в комнаты, о которых вы могли только мечтать, комнаты с надписями «Повышение», «Увеличение», «Прорыв». Но послушайте это сейчас. Бог задержал тебя, чтобы иметь возможность отличить тебя, когда ты не получишь то, что получают другие. Тебя готовят к чему-то, изготовленной на заказ, что-нибудь священное, что-то только ты может нести только чудо уровня завета. Богатство, которое несет ответственность и цель. В сердце верующего, готового к благословению, происходит скрытая война. Это битва между гордость и цель. Между владение и уступка, Бог не может высвободить божественное богатство, пока не убедится, что ваше сердце преобразилось. В этом и заключается моральная дилемма изобилия. Будете ли вы поклоняться тому, что вам дано, или будете распоряжаться этим для моей славы? Многие теряют свой урожай, пренебрегая смирением. Но ты был сломлен достаточно долго, чтобы нести благословение, не сломленное тобой. Теперь позвольте мне рассказать вам то, что большинство людей никогда не услышат, привилегированные знания предстоящего релиза. Вы не просто получаете случайные благословения, вас позиционируют пророчески. Существует экономика королевства, которая движется иначе, чем мировые системы. Она не контролируется инфляцией, правительствами или Уолл-стрит. Она движется послушание, и в этот момент небеса объединяют духовные контракты, ангельские поручения и человеческую благосклонность, чтобы ответить на одно «Ваше «да». Одно «да» в вере открывает то, чего не смогли сделать 10 лет труда. Причина, по которой ваш бизнес застопорился, причина, по которой деньги не текли, причина, по которой вы чувствовали себя заблокированным, несмотря на усердную работу, не в том, что вы терпели неудачу, а в том, что дверь была божественной, и только божественное время могло ее открыть, и вот в чем секрет: дверь не заперта. Она просто реагирует на вес, только когда ваше сердце станет легким, свободным от чувства превосходства, гордости и страха, дверь сможет распахнуться. И вот он открывается. Я приказываю отсрочке освободиться. Я отменяю отказ. Я распутываю путаницу, задержанный кредит сверхъестественным образом возвращается. Инвестор, который ушел, вот-вот вернется. Контракт, отложенный на полку, стряхивают с него пыль и подписывают. Но я должен высказать святое предостережение. Ибо тот же Бог,
который дает также часы. Это финансовое освобождение не просто вопрос комфорта. Речь идет о завет. Я даю тебе богатство не для того, чтобы что-то доказать. Я даю его, чтобы выполнить обещание, и если вы забудете источник, вы потеряете поток, но если ты будешь чтить источник, я увеличу поток, пока он не станет рекой. А теперь я должен попросить вас оглянуться назад всего на мгновение. Помните ли вы моменты, близкие к чуду, когда вы думали, что это вот-вот произойдет, когда кредит почти одобрили, когда деловой партнер почти подписал, когда дверь распахнулась и тут же закрылась снова? Это было не наказание. Это была защита, если бы вы получили его тогда, это удовлетворило бы вашу потребность, но лишило бы вас будущего. Бог не заинтересован в временные деньги, Он заинтересован в вечную цель. Итак, то, что Он сейчас высвобождает, это устойчивое благословение, это не придет и не уйдет. Это останется. Но это должно быть, охраняется как секрет, не все поймут, как быстро произойдет это чудо. Некоторые будут сомневаться. Другие будут завидовать. Но вы будете знать, это не было заслужено. Это было подарено. Это божественное богатство. Позвольте мне открыть то, что известно лишь приближенным к престолу. Знак, который всегда предшествует финансовому чуду, это не деньги. Это движение, начинается странное ускорение. Вы замечаете, как меняются мелочи. Звонят из ниоткуда. Приходят неожиданные сообщения. Старые долги всплывают и решаются. Внезапно возникает новая идея. Это отпечатки пальцев небес. Не игнорируйте знаки. И когда вы начнете видеть одну открытую дверь, помните, это не благословение. Это сигнал. Настоящее богатство не дверь, а комната за ней. И я скажу вам, комната готова. Свет горит. Стол накрыт. Остался только ваш вход. Проходите с послушанием. Входите с благодарностью. Сейте с верой. Пожинайте без вины. Вы вступаете в наследство, которое было отложено задолго до вашего рождения. Это не случайно. Это предковые. Кто-то до вас молился об этом моменте. Бабушка, которая плакала по своим потомкам, отец, который платил десятину, несмотря на бедность, незнакомец, который благословил вашу семью, даже не зная вашего имени, и теперь ты сосуд. Ты – исполнение. Ты – ответ на молитву, посеянную в тишине. Чувствуете? Атмосфера вокруг ваших финансов изменилась. Бог больше не учит. Он переносит. Ты перешел от пустыни к жатве. И пустыня была не наказанием, а очищением. Каждое испытание, каждая слеза, каждая долгая ночь – все это выковало твой сосуд. Теперь нефть вот-вот прольется. Но перед излиянием следует последнее испытание. Узнаете ли вы чудо, даже если оно замаскировано, ибо благословение не всегда приходит в золоте. Иногда оно приходит как идея. Разговор. Дверь, в которую вы никогда не собирались стучать. И если ваше сердце настроено только на громкое и громкое, вы упустите маленькое и священное. Поэтому я снова говорю, будьте внимательны. Будьте чуткими. Отвечайте быстро. Потому что Бог, усиливающий вашу надежду, также сокращает дистанцию. То, на что раньше уходили годы, теперь займет дни. То, что было отвергнуто в один период, будет удвоено в следующий. Вы переживаете час перемен. Богатство уже в пути. Обещание вступило в силу. Завет исполняется. Я скажу это еще раз, и на этот раз с огнем. Банковские счета получат неожиданные кредиты. Бизнес переживет необычайный рост. Двери финансирования откроются перед вами настежь. Вы не будете занимать,
вы будете давать в долг. Вы не будете ждать, вы будете идти пешком. Вы не будете просить, вы будете благословлять. Бог ускоряет ваше богатство. Отнятые деньги возвращаются. Заблокированные возможности теперь открываются. Вы будете жить в избытке. Это ваше наследие завета. И никакой демон, промедление или разочарование не смогут остановить то, что дано свыше. Ты не следующий. Теперь вы есть. Теперь услышь меня, дитя мое. Ты ждала достаточно долго. Ты сеяла со слезами, но теперь будешь пожинать с радостью. Ты видела, как другие свидетельствовали, пока твое имя молчало на устах ангелов. Но сегодня небеса пишут твое имя в историю. Сценарий изменился, точка богатства нечестивых переходит в ваши руки, и ваше финансовое положение меняется. Это не мелочь. Это не временное благословение. Это необратимый указ, точка перемены, которые останутся с тобой на всю жизнь. Бог не дает тебе всего лишь необходимое. Он выливает излишки, слишком долго чаша весов была не в твою пользу. Слишком долго твой труд приносил пыль вместо плодов. Но теперь засуха закончилась, врач сказал последнее слово. Диагноз отменен. Приговор отменен. С дикой природой покончено. Чувствуете ли вы это? В душе. Это легкая дрожь в груди, этот внезапный порыв заплакать, не зная. Почему? Это не эмоция. Это подтверждение Святого Духа, это ваша душа реагирует на истину, распознавая звук небесного объявления над вашей жизнью. Надвигается дождь, не физический дождь, а финансовый дождь, ливни благословений. Поток пропитания. Водопад чудес. На ваше имя будут направлены чудесные деньги, счета, о существовании которых вы не знали, теперь будут подключены к вашему приросту. Контракты, которые вы никогда не подписывали, будут выгодны вам. Долги растворятся под тяжестью божественного вмешательства. Это не суеверие. Это священное писание в действии. Я открою окна небесные и залью благословение, которое вы не сможете вместить, это не поэтическая метафора. Это настоящий финансовый шлюз. И послушайте, это будет бессмысленно. Цифры не будут сходиться. Источники будут нелогичны. Это запутает бухгалтеров. Это запутает ваше прошлое. Но Бог говорит, вы получите чудесные деньги такими способами, которые вы не сможете объяснить, неожиданные вклады. Анонимные благотворители. Забытые инвестиции, которые внезапно принесли прибыль. Бизнес-идеи, которые вы считали провальными, внезапно приносящие прибыль. Причина вот в чем. Ваш сезон нищеты был пророческим, это было не наказание, а позиционирование. Мне пришлось лишить тебя опоры на естественное, чтобы укоренить тебя в сверхъестественном. Теперь все, что было удержано, восстанавливается. Все отложенное ускоряется. И все малое умножается. Позвольте мне сказать тому, кто сомневался, вы тайно говорили, может быть, и я не создан для процветания. Может быть, оно предназначено для других. Эта ложь теперь разрушена, ты избран. Ты призван. Тебе уготовано богатство, не просто иметь, а держать, не просто наслаждаться, а стюард, не просто получить, а выпускать. Я заявляю это снова, и на этот раз я хочу, чтобы вы напишите это ниже в знак вашего согласия. Деньги найдут меня. Я – свидетельство сверхъестественного финансового роста. Произнесите это. А затем напечатайте, это твой алтарь, ваш комментарий. Это не просто участие, это активация. Когда вы его пишете, вы запечатаете его, вы делаете заявление в атмосферу.
Ангелы откликаются на написанную веру, цифровое становится духовным, когда вмешивается вера. Некоторые смотрят это и все еще сдерживаются. Вы думаете, какое значение имеет комментарий? Но поймите, каждое чудо в Библии начиналось с действия веры, прикосновения к подолу. Возглас в толпе. Нырнуть в Иордан, ваш комментарий – это ваше движение. Ваше семя веры, когда вы произносите это публично, вы предъявляете небесам требования. Вы говорите: «Это обещание мое, и я не оставлю его без исполнения». Не позволяйте этому пройти мимо вас. Не смотрите на чужое чудо, этот момент создан для вашего преображения, не прокручивайте дальше своего периода переполнения. Не закрывайте видео, когда дух пытается войти в вашу ситуацию. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы смело прокомментировали: «Богатство нечестивых переходит ко мне». Я принимаю избыток. Я принимаю наследие завета моего. Это не высокомерие. Это согласие. Вы соглашаетесь с Богом, который более чем достаточно. Вы не пытаетесь заслужить это благословение, вы просто получаете то, что было, уже написанное на нем ваше имя, настал час перемен. И Бог решил проявить свою силу, возвысив ты. Да, ты тот, кого не заметили, тот, кого дисквалифицирован, тот, кого проигнорировали. Но теперь Отец говорит: «Приготовься, дитя мое, к изобилию богатств». Как выглядит переполнение? Похоже, чеки приходят раньше срока оплаты счетов. Такое ощущение, что незнакомцы благословляют вас без всяких объяснений. Кажется, будто двери открываются еще до того, как ты постучишь. Похоже, что контракты попадают в ваш почтовый ящик без всякого предложения. Похоже, это уведомление PayPal, которого вы не ожидали. Похоже, ваше имя обсуждают в залах заседаний, в которые вы никогда не заходили. Похоже, ваш бизнес растет быстрее, чем позволяют ваши ресурсы, потому что сила другие будут сотрудничать с вами, чтобы идти в ногу со временем. Вот это и есть обратный процесс. Это тот момент, когда вы переходите от заемщик к кредитор, от едва выживая к смело процветающей, от с трудом от зарплаты до зарплаты к сеянию в народы. Но поймите это и слушайте с благоговением. Бог благословляет вас не только для того, чтобы повысить ваш статус. Он благословляет вас, чтобы вы проявили свою славу. Эти деньги не случайны. Они священны. Это не просто наличные. Это завет. Когда они придут, и они воля, вы должны запомнить этот момент. Это священное приглашение. Этот пророческий сдвиг. Вот почему ваш комментарий важен. Потому что, когда вы его пишете, вы отмечаете момент, когда небеса говорили с вами. Вы сможете вернуться в этот день и сказать: «Вот, прямо здесь». Именно тогда Бог объявил о моем финансовом кризисе. И когда деньги придут, а они придут, вы смело засвидетельствуете: это не было случайностью. Это было исполнением желаний. Итак, напиши это снова. Скажи это с огнем. Скажи это с трепетом, если нужно. Скажи это голосом ребенка, который осмеливается поверить своему отцу. Я получаю избыток. Я получаю чудесные деньги. Я иду к сверхъестественному богатству. А теперь вдохните. Чувствуете? Это тепло в груди. Этот прилив ясности в мыслях. Это начало божественного выравнивания. Вот что чувствуешь, когда дух и банковский счет начинают приходить в согласие, когда небо и земля синхронизируются ради твоего будущего. Ты больше не будешь нуждаться. Ты больше не будешь просить милостыню. Ты больше не будешь жить на грани надежды. Бог наполняет твои хранилища.
Бог открывает сокровищницу небесную, ваши амбары будут полны. Ваши корзины будут переполнены. Ваше имя будет связано со свидетельствами о сверхъестественном обеспечении. И когда люди спросят, когда они скажут, откуда все это взялось, вы улыбнетесь и скажете: Бог сделал это. И я знал, что это произойдет. Я говорил с верой. Я поверил еще до того, как увидел это. Это твоя судьба — быть сосудом процветания. Быть маяком, дарующим пропитание. Быть доказательством того, что завет все еще действует. Что вера все еще активирует благодать. Чудеса все еще проявляются в финансовом плане. Пусть сомневающиеся смотрят. Пусть скептики бормочут. Но ты пишешь слово веры. Я ожидаю финансовых чудес каждый день. Бог — это Бог, у которого всего более, чем достаточно. Оставьте комментарий. Выскажите свое мнение. Поделитесь. Вы не печатаете буквы, вы ставите свою подпись под приказом о небесном переводе. Пусть каждый ангел, приставленный к богатству, увидит твое заявление. Пусть каждый демон промедления увидит твою смелость. Пусть всякий дух нужды убежит с твоей страницы. Потому что это пространство, этот раздел комментариев, теперь святая земля, свидетельства возникнут из этого самого видео. Отчеты о чеках по почте. Неожиданные кредиты. Работа. Сделки. Повышение. Списание долгов. И ваш будет среди них. Потому что это был ваш божественный поворот. Ваш поворотный момент. Ваш выход из финансового рабства в царство изобилия. А теперь скажите это еще раз в комментариях ниже. И на этот раз пусть это прозвучит в самой вашей душе. На меня изливается дождь финансовых благословений. Я получаю свои чудесные деньги. Я хожу в избытке завета. Бог увидел твое сердце. Небеса услышали твою молитву. Возвращение официально. Обратный процесс завершен. Передача уже в пути. Это уже не пророчество. Это ваша реальность. Вы подошли к краю чего-то священного. Слушайте же теперь, потому что то, что я сейчас скажу, запечатлеется в вашем духе, словно священная печать. Вы больше не тот человек, который когда-то боялся конца месяца. Вы больше не тот, кто с ужасом смотрел на свой банковский счет. Вы изменились. Вы перешли черту. В вашей жизни появилась новая финансовая идентичность. Это больше, чем просто обещание. Это завет. Я провел тебя через пустыню нужды не для того, чтобы наказать, а чтобы подготовить тебя. Я допустил пустоту, чтобы ты усвоил ритм моего обеспечения. Я показал тебе, что значит жаждать не только хлеба, но и мудрости, проницательности, богатства, королевства, которое не подвержено гниению. И теперь, когда ваше сердце настроено, я вливаю в вас изобилие, которое невозможно измерить просто цифрами. Вы не просто получаете, вы становитесь. Вы становитель судна финансовой славы. Да, чудо это личное. Я разрываю цепи в вашем аккаунте, открываю двери в ваш бизнес, возвращаю украденное. Но это больше, чем вы. Это стратегия королевства. Я ставлю тебя голосом, рукой, источником богатства, из которого будут черпать другие. Ты больше не спрашиваешь, кто мне поможет. Теперь ты услышишь, как другие говорят: благодаря тебе я снова обрел веру. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты комментарий ниже. Я хочу, чтобы вы не просто молча согласились. Говорите. Заявляйте, предскажи свой прорыв собственной рукой. Напишите эти слова.
я выбираю войти в свое чудо. Пусть атмосфера запечатлеет это. Пусть каждое княжество увидит это. Пусть ваше сердце подчинятся ему. Потому что есть благословение прилагается к настоящему заявлению. Ваше послушание здесь – это семя. Небольшое действие в естественном мире, которое открывает лавину в сверхъестественном. Бог никогда не требовал от вас совершенства, только быть позиционируется. Он не просит у тебя силы, только твоей веры. Он не требует от вас понимания, только ваши годы. В тот момент, когда вы действуете, небеса вас поддерживают. Так что говори. Пиши. Откликайся. Пусть твои действия откликнутся на твою молитву. Пусть слова твоих уст станут трубой согласия. Потому что в духе что-то уже меняется. Цепи гремят. Задержки рушатся. Двери со скрипом открываются. Но мне нужно чтобы сделать ваши действия законными. Это твой момент завета. Как Авраам, вышедший без карты. Как Петр, вышедший по воде. Как женщина с кровотечением, пробирающаяся сквозь толпу, они не исцелились одной лишь надеждой. Они были исцелены движением. Эмоции святы. Но трансформация требует движения. Вы можете бояться. У вас могут остаться вопросы. Но я говорю вам это с божественной уверенностью. Бог не ждет, пока вы почувствуете себя готовыми. Он благословляет вас. Да. Это дрожащее, несовершенное, детское «да». Это ключ, который открывает дверь. Это искра, из которой разгорается огонь. И прямо сейчас он смотрит на тебя. Сердце, а не ваше резюме. Он оценивает ваше послушание, а не вашу квалификацию. Дитя, ты тот самый. Ты не дисквалифицирован. Ты не опоздал. Ты не забыт. На самом деле, твое имя вписано в саму структуру этого обещать. Благословения на нем есть ваш духовный отпечаток. Но последний шаг требует чего-то лишь что можем сделать. И это значит действовать по соглашению. Не позже. Сейчас. Прокомментируйте это сейчас, и я выбираю двигаться в свое чудо. Есть священный поток освобождаются, реки богатства меняются в вашем направлении. Деньги больше не будут вас пугать, потому что вы будете знать их место. Вы больше не будете служить богатству, богатство будет служить вам. Вы больше не будете поклоняться прибыли, вы будете управлять ею. Потому что вы понимаете секрет, священный ключ. Деньги – это не благословение, а побочный продукт послушания. Пусть эта истина поселится в вашем сердце к сердцу. Послушание производит переполнение. Ты послушался меня, когда у тебя было мало. Ты доверился мне, когда шкафы были пусты. Ты дал десятину, когда это казалось бессмысленным. Ты дал, когда твои руки дрожали. И я видел каждый поступок. Каждое приношение, пропитанное слезами. Каждая молитва в темноте. Каждое семя, посеянное в безмолвном отчаянии. А теперь, слушайте, теперь наступает урожай. Не просто урожай, сверхъестественный урожай благословения с вашим именем, наследование который был отложен, но никогда не отрицался. Это ваш должный сезон. Это тот момент, когда мир начнет видеть то, что я видел в тебе все это время. Ты мой избранник, мой назначенец, мой свет в финансовой пустыне. Ты – ответ на чей-то крик. Так что не отступайте. Не извиняйтесь за богатство, я собираюсь доверить тебе это. Это не эгоизм, это священная ответственность. Вас призвали создать возможность к открытой двери для других,
чтобы строить платформы надежды, где когда-то правила бедность. Я благословлю имя Твое не ради тщеславия, но ради показания ваш прорыв сломает стереотипы поколений. Ваше возвышение станет знак Твоей родословной, чтобы Бог не забыл нас. Ты выйдешь в комнаты, где раньше был невидим. Ты будешь говорить в кругах, где раньше тебя не замечали. Я помажу Твой голос, Твои идеи, Твои руки. Все, к чему ты прикоснешься, будет нести знак умножения. И будешь как дерево, посаженное при реках, лист твой не вянет, и во всем, что ты не делаешь, успеешь. Речь идет не только о финансах. Речь идет о личности. Вы вступаете в полнота того, кем тебе всегда было суждено быть. Враг пытался заклеймить тебя как нищего, ничтожного, несостоятельного. Но я называю тебя благословенный, выбранный, назначен, доверенный. Ты финансист королевства, и с этого дня вы будете двигаться по-другому. Думать по-другому. Тратить по-другому. Дарить по-другому. Потому что вы несите миссия, не просто чудо. И да, вы будете наслаждаться благословением. Вы будете путешествовать. Вы будете строить. Вы будете жить в домах, которые не строили, и собирать урожай с полей, которые не сеяли. Но вы никогда не забудете источник. Ты почтишь меня первыми плодами своего прибытка. Ты зальешь на тех, кто не может отплатить тебе. Ты используешь свой прибыток не только для того, чтобы расти, но и для того, чтобы воспитывать других. Вот почему мне пришлось провести тебя долгим путем. Чтобы смирить тебя. Чтобы сформировать тебя. Чтобы сделать из тебя того, кто сможет нести тяжесть изобилия без высокомерия. Теперь я знаю твое сердце и могу доверить тебе больше. Вы не просто входите в избыток. Вы вступаете в назначение, вы не просто получатель чуда. Вы проводник многих чудес. То, что я вливаю в тебя, не закончится вместе с тобой. Оно перельется через край. Оно отзовется эхом. Оно пройдет через еще нерожденные поколения. Потому что я сделал тебе благословение, а не просто получатель благословения. Вы не являетесь финансовым выжившим. Вы финансовый лидер. Царственная сила. Ходячее проявление моей благости. Когда люди увидят тебя, они спросят, что случилось? И ты ответишь, Бог исполнил свое обещание. Он преобразил мою личность. Он дал мне ключ к богатству и сердце, чтобы управлять им. Итак, ходите смело. Говорите уверенно. Давайте щедро. Думайте о наследии. Стройте, думая о вечности. Ибо я, Господь, Бог ваш, объявил новую финансовую идентичность над твоей жизнью. И никакой демон, никакое проклятие, никакая прошлая неудача не смогут стереть то, что я сказал. Это твои подтверждения. Это ваш выпускать. Это ваш новое имя, благословенно быть благословением. Пусть это будет запечатано. Пусть это свершится. Пусть мир увидит мою славу через твою историю. А теперь разожмите руки. Не только физические руки, раскройте руки духа. Распростерите их пошире. Дайте место, ибо грядущее переполнит вас. Я обращаюсь прямо к вам, сердце, к твоему будущему, к твоему судьба. Богатство находит вас прямо сейчас, реки финансовых избыток смещаются в сторону вашего имени, вашего адреса, вашей жизни. Вы больше не находитесь в сфере «недостаточно». Вы находитесь на территории «более чем достаточно». Вы это чувствуете. Есть духовное освобождение происходит, когда эти слова доходят до вас. Не символично, не расплывчато перестройка на небесах, и ваше имя в списке.
Вас увидели. Вас выбрали. Бог изобилия вспомнил тебя. И дни жалости, мольбы, сомнений и страха отменяются одним божественный указ: «Я благословил тебя сверх всякой меры». Видите ли, все это послание, все это священное путешествие не было историей о деньгах. Это была история о личности, о обещать, о завет. С первого мгновения, когда я прошептал в твой дух: «Ты в одном шаге от своего чуда», и до сих пор, когда я заявляю: «Это твой период переполнения», я показывал тебе не то, что у тебя есть, а кто ты. Вы избраны. Вас зовут. Вы помазаны для богатства, для управления, для святого умножения. Вы переходите к новому образу мышления, новому образу молитвы, новому образу жизни. Это не временное благословение. Это постоянное позиционирование. Трансформация. От дефицита к избытку. От страха к вере. От еле-еле выживающего к смелому процветанию. Итак, вот вам последнее указание. Ваш следующий шаг – веропримите это слово не только с чувством, но и с заявлением, произнеси это вслух: «Я вступаю в переполнение. Я хожу в божественном богатстве. Я больше не ограничен нуждой. Мой сезон изобилия начался». Повторяйте это, пока атмосфера вокруг вас не изменится. Повторяйте это, пока все сомнения не исчезнут, и ваш дух помнит истину: вы не заброшены, вы в привилегированном положении. И тогда живите соответственно. Живите в достатке. Не просто тратя деньги, но и думая с избытком, молясь с избытком и жертвуя с избытком. Теперь вы сосуд. Центр распределения Божье богатства. Пусть это изменит то, как вы ходите, как говорите, как мечтаете. Пусть это изменит то, как вы обращаетесь с каждым долларом, каждой возможностью, каждыми отношениями. Вы больше не просто выживаете, вы управляющий божественным сокровищем. Не обещать был запечатан. Не урожай был активирован. И теперь мир увидит мою доброту через твою жизнь. Это не конец. Это только начало. Я хочу, чтобы вы отметили этот момент не только разумом, но и голосом и делами. Если это слово заговорило с вами, если что-то глубоко внутри вас чувствует себя открытым, я хочу, чтобы вы оставили комментарий ниже. Провозгласите: «Это слово было для меня». Провозгласите свою веру в цифровые небеса. Пусть ваше согласие отзовется эхом в этом священном пространстве. Свидетельствуйте смело. Совершайте чудо. Говори о нем, чтобы другие обрели смелость снова поверить. И если вы еще этого не сделали, обязательно сделайте это. Подписаться на этот канал, не просто следить за контентом, а следить за самим путешествием. Потому что мы погружаемся глубже. В следующем эпизоде я покажу вам, как поддерживать это чудо, как сформировать мышление богатства, основанное на ценностях королевства, как умножьте то, что вы получаете, чтобы больше никогда не возвращаться к сухости. Не хочется пропустить то, что грядет. Так что подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Поделитесь этим сообщением с теми, кому нужна надежда. Будь носителем. Будь посланником. Будь доказательством. Потому что то, что Бог делает в тебе, это новая финансовая идентичность, это чудо изобилия, это реально. И это только начало. Помните, как мы начинали, в неуверенности, в борьбе, в духовном голоде. А теперь посмотрите, где вы находитесь, в откровении, в богатстве, в священная власть. Вот узор моей руки, от боли к цели, от семени к урожаю, от нужды к наследию. И теперь, Дитя Божье, я отпускаю тебя с моим последним словом: ожидайте изобилия. Живите в изобилии. Провозглашайте изобилие.
потому что я Бог изобилия, и я решил благословляю тебя безмерно. Это мое послание вам сегодня. Это моя печать. Это ваш момент. Идите по нему. Говорите по нему. Живите по нему. Дверь открыта. Ключ в твоей руке. Чудо в движении.